Юная девушка. Анна жила вместе со своими родителями в небольшом поселке у подножия высоких гор. С самого детства горы были ее вторым домом. Отец девушки работал спасателем в местной службе. Мать была врачом в единственной больнице. Родители с ранних лет учили Анну уважать природу и помогать тем, кто попал в беду. Анна с малых лет обожала ходить в горы и с удовольствием посещала секцию скалолазания. Тренер заметил ее талант в первый же месяц занятий. Через год она уже участвовала в региональных соревнованиях. К окончанию школы у нее была целая полка медалей и грамот. В свои 22 года девушка стала опытной альпинисткой. Анна знала каждую тропу в окрестных горах. Она могла по памяти назвать все опасные места и безопасные маршруты. Местные жители часто обращались к ней за советом перед трудными походами. Анна решила пойти по стопам отца и стать спасателем. Несколько месяцев она готовилась к вступительным экзаменам в школу спасателей и каждый день тренировалась по особой программе. Она изучала книги по медицине и спасательному делу. День перед отъездом на подготовку выдался необычайно теплым. Солнце ярко светило в чистом небе. Легкий ветер приносил запах горных трав. Анна решила совершить последнее восхождение перед отъездом. Она тщательно подготовила снаряжение накануне вечером. Проверила каждый карабин и узел на веревках. Положила в рюкзак запас воды и еды. Добавила аптечку и сигнальный фонарь. Телефон был полностью заряжен. Подъем начался на рассвете. Анна вышла из дома, когда первые лучи солнца только коснулись горных вершин, с удовольствием вдохнув свежий и прохладный воздух. Птицы весело щебетали над головой, предвещая отличную погоду. Девушка выбрала свой любимый маршрут на восточном склоне. Тропа начиналась у старой сосны с необычно изогнутым стволом. Первый час пути проходил через густой лес. Затем тропа поднималась к скальным выступам. Анна шла в ровном темпе. Она не торопилась. Хотелось запомнить каждую минуту этого тяжелого, но очень интересного похода. Время от времени она останавливалась, чтобы сделать фотографии. Особенно красивыми были горные цветы в утренней росе. На привале девушка достала термос с горячим чаем. Пар поднимался над кружкой в прохладном воздухе. Вокруг царила полная тишина. Только легкий ветер шелестел в кронах деревьев. После 2 часов подъема лес постепенно начал редеть. Начинался пояс альпийских лугов. Трава здесь была низкой и жесткой. Между камнями росли яркие горные цветы, а воздух стал заметно прохладнее. Анна поднялась на небольшое плато, откуда открывался потрясающий вид на долину. Она достала фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков для родителей. В этот момент девушка услышала необычный звук, который был похож на плач маленького ребенка. Он доносился откуда-то снизу. Анна замерла и прислушалась. Через несколько мгновений звук повторился. Он был полон боли и страха. Такого она никогда раньше не слышала в горах. Осторожно подойдя к краю плато, она посмотрела вниз. На узком скальном выступе, примерно в 15 метрах ниже, сидел маленький бурый медвежонок. Его задняя лапа была зажата между камнями. Медвежонок дрожал от страха и холода. Он пытался освободить лапу, но только делал себе больнее. Каждое движение вызывало новый приступ плача. Ситуация была критической. Внезапно сверху послышалось рычание. Анна подняла глаза. На скальном выступе, чуть выше ее позиции, металась крупная медведица. Она явно была матерью попавшего в беду медвежонка. Медведица пыталась найти путь к детенышу. Она спускалась по крутому склону, но камни осыпались под ее весом. Каждая попытка спуститься заканчивалась камнепадом. Это только усиливало панику попавшего в беду медвежонка. Анна быстро оценила ситуацию. Склон был слишком крутым для медведицы. Без посторонней помощи медвежонок не мог освободиться. Его лапа была очень серьезно зажата.
В итоге детеныш или погибнет от голода и жажды, или сорвется вниз, в пропасть. Анна достала телефон и отправила сообщение родителям, указав в нем точные координаты своего местоположения. Также девушка написала, что собирается помочь попавшему в беду животному, и пообещала связаться с родителями через час. Затем Анна начала готовиться к спуску. Она достала из рюкзака альпинистскую веревку и проверила снаряжение. Затем сняла куртку, чтобы она не мешала движениям, и убрала лишние вещи из рюкзака. Спуск предстоял очень сложный и опасный. Скала была почти вертикальной. Зацепов для рук и ног было катастрофически мало. Поверхность камня местами была влажной от росы. Одно неверное движение могло стать фатальным. Анна начала спуск медленно и осторожно. Каждый шаг она тщательно продумывала. Каждую опору проверяла несколько раз. Пот заливал глаза, а руки начали дрожать от напряжения. Медведица заметила движение человека и начала агрессивно рычать. В гневе хищница даже сбрасывала вниз камни и ветки, пытаясь так защитить своего детеныша. Из-за этого Анне приходилось прижиматься к скале, уворачиваясь от падающих предметов. Спуск занял почти полчаса. Каждая минута казалась вечностью. Наконец Анна достигла уровня медвежонка. Теперь нужно было двигаться горизонтально по очень узкому уступу. Анна медленно перемещала вес с ноги на ногу, старалась не смотреть вниз, где виднелись смертельно опасные острые камни. Медвежонок заметил приближающегося человека. Он попытался отползти, но застрявшая лапа не позволила ему сделать это. Крики малыша стали громче и жалобнее, тогда Анна начала говорить тихим, спокойным голосом. Она произносила простые успокаивающие фразы, медленно приближаясь к испуганному животному и давая ему время привыкнуть к своему присутствию. Постепенно медвежонок начал успокаиваться. Его крики стали тише, а дрожь уменьшилась. Он с любопытством следил за движениями человека. В глазах детеныша страх сменился интересом. Оказавшись рядом с медвежонком, Анна смогла лучше оценить ситуацию. Лапа животного была зажата между двумя большими камнями. К счастью, видимых признаков перелома не было, только небольшие ссадины на коже. Девушка достала из кармана веревку. Нужно было обвязать медвежонка, чтобы он не упал после освобождения. Анна медленно протянула руку к животному, пытаясь угадать его реакцию. К ее удивлению, медвежонок не сопротивлялся. Он не только позволил обвязать себя веревкой, но даже прижался к человеку, словно искал защиты. Этот момент доверия между человеком и диким зверем был удивительным. Теперь предстояла самая сложная часть – освободить лапу. Анна осторожно начала расшатывать один из камней. Она старалась действовать максимально аккуратно, чтобы не причинить боль животному. Работа была кропотливой и медленной. Каждое движение могло вызвать новый приступ паники у медвежонка. Анна часто останавливалась, давала ему время успокоиться, гладила малыша по голове и говорила ласковые слова. Через 15 минут камень наконец начал поддаваться. Анна увеличила усилие. Внезапно камень сдвинулся. Лапа медвежонка была свободна. Он сразу попытался встать, но конечность затекла и плохо слушалась. Анна осмотрела освобожденную лапу. Серьезных повреждений не было, лишь несколько небольших царапин и ушибов. Через несколько дней все должно было зажить, но сейчас нужно было спустить медвежонка вниз. Подъем наверх с медвежонком был невозможен. Это было слишком опасно для них обоих. Единственный выход – спустить его вниз на веревке, а затем спуститься самой. Анна начала готовиться к этому сложному маневру. Она проверила узлы на веревке и убедилась, что медвежонок надежно обвязан. Затем медленно подвела детеныша к краю уступа. В этот момент он снова испугался и начал сопротивляться. Анне пришлось остановиться. Она снова успокаивала испуганное животное, гладила его, долго говорила с ним. Постепенно медвежонок снова начал ей доверять, позволил продолжить подготовку к спуску. Спуск медвежонка был очень напряженным. Анна медленно отпускала веревку, ее руки дрожали от напряжения,
а пот заливал глаза. Когда медвежонок коснулся земли, он не сразу понял, что произошло. Несколько секунд просто стоял неподвижно. Затем начал прыгать от радости. Теперь он был свободен и невредим. Анна отвязала веревку. Настало время спуститься ей самой. Вот только она была очень измождена. Руки и ноги дрожали от усталости. Но нужно было действовать быстро, пока еще оставались силы. Спуск занял еще 20 минут. Каждое движение давалось с трудом. Несколько раз девушка чуть не сорвалась. Наконец ее ноги коснулись земли. Анна просто легла на траву, не в силах пошевелиться. Медвежонок, который все это время ждал внизу, подбежал к ней. Он начал играть, тыкался носом, пытался забраться на нее. Анна улыбнулась, ведь поведение маленького хищника сейчас было больше похоже на поведение домашнего щенка. Внезапно они услышали шум в кустах. Анна замерла. Из зарослей вышла медведица. Она нашла обходной путь и спустилась по более пологому склону, и теперь стояла в нескольких метрах от человека. Анна прекрасно понимала, что не сможет убежать. Она даже не могла встать. Оставалось только лежать неподвижно и надеяться на лучшее. Медвежонок продолжал играть рядом, не обращая внимания на напряженную ситуацию. К огромному облегчению Анны медведица не проявила агрессии. Она медленно подошла к детенышу и тщательно обнюхала его. Убедилась, что он не ранен. Затем, к удивлению Анны, медведица позволила ему продолжить игру рядом с человеком. Сама огромная хищница неожиданно скрылась в кустах. Через минуту она вернулась, неся в зубах рюкзак Анны, который упал во время спуска. Она аккуратно положила его рядом с девушкой и отошла на несколько шагов. Анна с трудом села. Достала из рюкзака бутылку с водой и с жадностью выпила ее почти всю. Медведица и медвежонок оставались рядом. Казалось, они охраняют человека, только что спасшего одну драгоценную жизнь. Время шло, но звери не уходили. Медвежонок продолжал играть рядом с Анной. Медведица спокойно лежала неподалеку. Эта удивительная сцена казалась нереальной. Вдалеке послышались голоса. Родители Анны спешили проверить, все ли с ней в порядке. Медведица поднялась. Она подошла к девушке и легко коснулась лапой ее ноги. В этом жесте не было никакой агрессии. Казалось, медведица прощалась и благодарила за помощь. Медвежонок в последний раз подбежал к Анне. Он прижался к ее плечу своей теплой мордой. Затем медведица тихо заворчала, подзывая к себе детеныша. Они медленно ушли в лес и скрылись среди деревьев. Через несколько минут появились родители Анны. Они увидели дочь, сидящую на траве в окружении больших медвежьих следов. На их лицах читалось беспокойство и облегчение одновременно. Отец первым подошел к Анне. Он сразу заметил следы от веревки на ее руках и измятую одежду. Мать достала из своей сумки воду и сухую рубашку. Анна коротко рассказала им о произошедшем. Затем показала место на скале, где застрял медвежонок. Родители молча слушали, с ужасом понимая, через что только что прошла их дочь. Отец поднялся наверх по пологому склону. Он собрал вещи, которые Анна оставила на площадке. Нашел ее куртку и фотоаппарат. Все было в целости. Мать осмотрела руки Анны. На ладонях были мозоли и небольшие порезы от острых камней. Она обработала раны дочки из походной аптечки. Когда Анна попыталась встать, ее ноги не слушались от усталости. Родители помогли дочери подняться. Медленно поддерживая девушку с двух сторон, они начали спуск к поселку. На следующее утро Анна уехала на обучение. Она увезла с собой не только рюкзак с вещами, но и воспоминания о невероятной истории встречи с семейством медведей и удивительной благодарности животных. Часто во время тяжелых тренировок она вспоминала этот день. Память о спасении медвежонка всегда придавала ей сил.
Она знала, что выбрала правильный путь в жизни.